Ванкувер, как и вся Канада, готовится встречать Рождество и Новый год. Зажжение елочки сродни зажжению олимпийского огня, дает старт праздничному настроению и разгоняет темень зимних вечеров. В этом видео мы посетим фестивали зажжения елок в Ванкувере и Сюррее. Окунемся в атмосферу праздника, которая здесь называется Christmas Spirit, дух Рождества, и насладимся рождественскими мелодиями. А также прогуляемся по украшенным улицам и набережным Ванкувера. И даже доедем до городка в горах, чтобы прогуляться по рождественскому кварталу в европейском стиле. При посадке в аэропорте Ванкувера небо затянуто тучами, но меж туч есть просветы. И когда днем добрались до отеля, уже вовсю светило солнце. Как видно, снега в конце ноября нет, температура около +7. То, что снега нет, неудивительно. Тут в Ванкувере снег редкий гость. А вот что удивительно, это то, что из окна отеля не видно никаких украшений к Рождеству. Зато видны горы. За новогодним настроением, рождественскими декорациями и весельем мы вечером отправимся на фестиваль, посвященный зажжению елочки. Порадовало, что устроители фестиваля организовали большинство мероприятий внутри помещений, так что даже дождик не страшен. В этом крытом шатре расположена ярмарка, и тут рождественских декораций полным-полно. А к продаже представлена не дешевая сувенирка, а авторские работы от местных художников. Много инсталляций для фото и селфи, как с местным колоритом от первых наций, так и с классическими европейскими щелкунчиками и оленями. Полина решила не прощелкать момент и сфотографировалась с оленем. Сцена на улице не пользуется популярностью. Дождь всех разогнал. Пройдем в здание мэрии и мы. Здесь, в тепле и сухости, обратимся к картам, чтобы понять, где мы оказались. Все знают Ванкувер, город на западном побережье Канады. Но если быть точным, то, что все знают под Ванкувером, это агломерация на 3 миллиона жителей, в которой Ванкувер-Сити только один из более чем 20 субъектов. Но самый многочисленный, с населением под 800 тысяч. Второй по численности – Сурри. 600 тысяч населения. Но по площади он больше и имеет все шансы обогнать Ванкувер-Сити. Сегодня мы на елке в Сурри. Возвращаемся в павильоны. Здесь Санта ведет прием детского населения. Мы же занимаем места у еще одной сцены, где будут танцевать. А вот и танцоры. Стиль, как вы поняли, брейк-дэнс. Молодые танцоры выступают неплохо, но все ждут выступления их старшего товарища. Как вы видите сами, здесь совсем другой уровень. И это уровень олимпийского чемпиона. Филипп Ким, олимпийский чемпион по брейкингу, живет в Ванкувере.
Закончился дождик, и можно побродить на открытом воздухе, посмотреть, что на улице происходит. А здесь аниматоры развлекают посетителей. Мало того, что сам сверкает огнями, как новогодняя елочка, так еще и на ходули залез. Огоньки повсюду, в виде инсталляций. Гирлянд на деревьях. Светящихся аттракционах. Ледяные скульптуры оказались одинокой ледяной елочкой. Опять местные сувениры. Лосось под шапкой. Здесь люди выбирают, как они вели себя в прошлом году, хорошо или плохо. Но мы-то знаем, что выбирает Санта. В общем, много чего еще в ларьках есть. Ну а мы пойдем в обжорный ряд. Какой же фестиваль без уличной еды? Выбор в итоге пал на тако. Тако не снял, руки были заняты. После еды время приобщиться к культуре. Но тут танцы чего-то не олимпийского уровня, как мы привыкли. Пройдем лучше в библиотеку. Как пройти в библиотеку? В 3 часа ночи. Идиот. Здесь начнем с горячего шоколада. А если добавить шоколада в капучино, получится мокачино, название которого сокращают до мокко. Смотри, прикалывает, что ж они кофе так плохо называют, моча. Библиотека – образец современной архитектуры и дизайна. Посмотрите, как круто выглядит. И тут, неожиданно, в кустах оказался не рояль, а дуэт арфы и гитары. Арфа не классическая, а ирландская или кельтская. И дуэт специализируется на кельтской музыке. Я думал, что гитарист тут для того, чтобы арф в машину грузить. А он тоже молодец. И на флейте играет, и дудочку освоил. А когда достал бубен, ну просто шаман какой-то. Ну или кто там у кельтов в бубен бьет. Хорошо посидели. Замечательный концерт. Спасибо, Лиан.
Пока сидели в тепле, наслаждались музыкой, на улице перед сценой собралась толпа. Грядет кульминация фестиваля. Скоро елочку зажигать будут. Но сцену пока заняли официальные лица и спонсоры. Они не могут без долгих речей, в которых сказали, что елка вторая по высоте в Британской Колумбии. Больше только в Ванкувер-Сити. Итак, отсчет начался. Мэр города и дети будут дергать рубильник. Хороший фестиваль и елочка красивая. В отеле тоже есть елочка, наряженная. Но больше запоминаются кольца люстры. И неплохой завтрак. После завтрака на сытый желудок отправляемся на местный рынок и посмотрим, как там подготовились к зимним праздникам. Заезжаем на остров Гранвилл. Это уже Ванкувер-Сити. А полуостров Гранвилл лежит здесь, в протоке. Самое большое здание на полуострове — рынок. Встретил старого знакомого. Видео отсюда уже было на нашем канале. Но, чтобы вам не заскучать, дальше я ускорю съемку в 3 раза, и мы как бы объедем все верхом на ослике. Вот он, этот ослик. Привет, дружище. На острове расположены художественные мастерские, детские секции, бутики, и бетонный завод. Но мы же на острове художников. Тут даже бетонный завод — произведение искусства. Пишут, что бетон делают из цемента и гравия. У кого-то деревянные игрушки, а здесь бетонные. Мы на рынке. В Канаде рынок — это не дешевые продукты, а совсем наоборот, дорогие деликатесы. Грибочки, мясные деликатесы. А это копченый лосось. Но цены как на икру, $90 за килограмм. А это знаменитое пирожное Нанайма. Местное изобретение. Выкладка ягод и фруктов. И чего-то непонятного. Оно сродни это что-то с чем-то, помнишь это? Мангустин, рамбутан и мангал. Вязаные вещи, связанные машинкой и выдаваемые за ручную работу. Полина не понимает, как так криво вязать можно-то. От Полины, кто вяжет раньше, чем ходит. Хорошо нарядили ряды. И праздничных печенек напекли. А здесь классика. Яблоко в шоколаде. Но шоколад молочный, мы такой не любим.
Цветные кораблики что-то напоминают. А, вот что, прям тут же. Водные такси. Это длинная бухта, которую называют фальшивый ручей. Здесь очень оживленное место. Постоянно что-то приплывает или прогребает. Серьезная вещь. Лодка-дракон. Соревнования регулярно устраивают. Очередь команд, чтобы попасть на соревнования. Здесь гребет команда спонсоров елки в Суре, которую мы посещали вчера. А это, наверное, резервисты. Технику гребка отрабатывают. Кстати, можешь снять главное. Что здесь делают чайки? Правда? Надпись гласит: «Чайка стащит вашу еду». Вот они, поджидают. Я пытаюсь записать их песню. Ну, давайте, чё? Вы лучше умеете. Так, надо Полину в помощь брать, у нее педагогический талант. Я же говорил, талант. В бухте плавают морские животные. Я не местный и еще не научился различать морских котиков от морских львов. Пусть будет лев. Туристов повезли смотреть на китов. Потом в новостях рассказывали, что на следующий день сюда, в эту бухту, орки заплыли. All stations, all stations, all stations. There are approximately 4 orca whales between bridges. Everybody shift into neutral. Ну а мы заселяться в новый отель. Посмотрите, какой вид. Та самая бухта. Ну а вечером гулять на набережную, которую все знают из многочисленных видео из Ванкувера. Осматриваем новогодние декорации, включая символ уходящего и приходящего года – писец. 2 песца. А вот и селфи на фоне орки. Здесь, на самом центральном месте набережной, расположился рождественский рынок, который исполнен в традициях немецкого Рождества. Но до этого даже немцы не додумались за вход деньги брать. Подумайте сами, за вход к ларькам с сувенирами брать плату. Поглядели мы на дела такие и придумали: пойдем-ка лучше в ресторан. Он как раз на ярмарку окнами выходит, а с другой стороны виды на Стэнли Парк. Хорошо готовят, рекомендую. А еще на стене инсталляция с олимпийскими факелами: Калгари, Монреаль и Ванкувер. И это не просто так. Вот же, держалка для олимпийского огня. Вот в этой башенке поют.
Набережная Ванкувера к праздникам готова. За месяц до наступления Рождества и Нового года, самых отмечаемых в мире праздников. Утро следующего дня, солнышко светит, и можно погулять в парке, который в шаговой доступности. Кто-то опрометчиво кинул чайкам еды. Теперь будут от целой стаи отбиваться полдня. А мы продолжаем погружаться в атмосферу Рождества в Ванкувере. А Рождество тут с цветущими деревьями и щебечущими птицами. Ну а Полина, наш семейный орнитолог, разглядела необычную птичку. Узнаете? Это колибри. Обычно на юг улетают, но, видимо, цветов в Ванкувере зимой хватает. Не один куст, а много чего цветет. И даже клубника поспевает. Конец ноября. В конце недели, в последнюю пятницу ноября, зажигали елочку и в Ванкувере. Давайте посмотрим. Площадь перед художественным музеем и гостиницей, которая родственница гостиницы в Квебеке. Светящийся рыбакоп на ходулях поломался. Ходулина отклеилась. Идет операция по спасению. Спасен. За кулисами уже собирается оркестр. Похоже, будет весело. Выпустили ведущего на сцену. That's my contribution. All right. Well, maybe that will be on the shopping list. Аниматоры перед сценой. Но главное — это предстоящее выступление. Кто спешит, проматывайте 5 минут. Но там неплохая акробатика будет во время танцев после оркестра. И канкан уже с оркестром.
special holiday mix of songs is the come together, but do not touch yet. Пришло время елку зажигать. If you can both Исполнять bring действо your будет ends of Санта the и flag мэр to come Ванкувера. together. Don't come together Здесь yet. уже не Wait there. рубильник, а Wait there. штепсель и вилка. Все Alright. по-домашнему. We want to make sure everyone is ready. We want to make sure the kids are ready. We want to make sure, okay, that you're all ready. Are you all ready, Vancouver? All right. You've been instructed, right, Santa? You've been instructed, right, Deputy Mayor? All right, everyone, please help me count down from 10. Here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Absolutely incredible. Take as many photos as you like. The holidays have officially begun in the city. В Ванкувере официально начались зимние праздники. Ну а мы пошли есть. Свежий воздух способствует аппетиту. Так, сюда не пойдем. Мое любимое рождественское дерево – пальма. А мы уже начинаем следующее утро с круассанов и пирожного во французской булочной. Все нарядное, красивое и, главное, вкусное. Засчитаем за соответствующее праздникам. Едем за пределы Ванкувера. Мостик в форме елочки. Едем в Чилевак. Это небольшой город в часе езды. Город, в котором живут небожители. А все потому, что дома там стоят на склоне горы, и облака зимой опускаются ниже уровня дома. Живешь на облаке, как на Олимпе. Вечно зеленые поля Британской Колумбии. Всего через несколько месяцев в Чилеваке будет фестиваль тюльпанов. Но мы же сегодня про Рождество. И посетим самую рождественскую улицу Британской Колумбии и главную елку Чилевака. Приехали. Уже пару лет
как здесь существует целая улица, которая просто идеальна для праздничного настроения. Квартал 1881. Так называется это место, расположенное в центре города Чилевак. И это девелоперский проект с отличительной архитектурой, где исторические здания, окруженные пешеходными аллеями, наполненные ресторанами, пивоварнями, магазинчиками и апартаментами в стиле лофт. То есть в этом квартале можно жить. В общем, для живущих в Ванкувере и окрестностях не надо лететь в Квебек. Европейские улочки есть и здесь, в Чилеваке. Ну а кто в горах замерзнет, есть горячий сидр. Очень атмосферное место. Ну а посиделки в гостях еще душевнее. И, как всегда, допоздна, дотемно. Зато на обратном пути можно увидеть, как выглядят обычные канадские улицы, украшенные к Рождеству. Take the second left. Очередной отель к Рождеству тоже готов. В нем даже инсталляция альпийской деревушки есть. И это тоже неспроста. Всего в час езды настоящий горнолыжный курорт, не уступающий альпийским. Но про него как-нибудь в следующий раз.